Всем привет! Сегодня на примере принтера Samsung ML1640 мы рассмотрим довольно распространенную проблему принтеров Samsung и Xerox. Нажимаем кнопку и удерживаем для того, чтобы распечатать тестовую страницу. В процессе распечатки вы слышите вот эти звуки. Это ролик забора бумаги продолжает крутиться. И в итоге на выходе лист заминает, потому что ролик забора захватил следующий лист, и он застрял внутри. Сейчас я вам это покажу. Вот так это выглядит. И причина не в ролике забора, не в печке, а причина в соленоиде, который должен стопорить ролик забора. Сейчас я покажу, как эту проблему можно решить. Для работы нам понадобится плоская отвертка, крестовая отвертка, пинцет, а также понадобятся ножницы и тонкий поролон для того, чтобы сделать прокладочки новые на соленоид. Старые прокладки превратились в липкую массу. Также понадобится еще клей. Лучше не супер, а обычный момент. И также нужна будет ватная палочка и спирт. Для того, чтобы обезжирить поверхность. Итак, когда все подготовили, можем приступать. Сначала открываем переднюю крышку и вынимаем картридж. Затем снимаем переднюю крышку, потянув ее немножко на себя, в бок, и она легко снимается. Вот. Затем, чтобы добраться до механизма забора бумаги, нам надо снять кожух с корпуса. Для этого надо будет открутить два винта спереди и два винта сзади, а также два винта на задней крышке, которую тоже надо снять. Начинаем с задней крышки. Откручиваем винты. Затем плоской отверткой поддеваем крышку вот в этом месте. Там имеется зацеп. И с другой стороны снимаем ее. Затем переворачиваем принтер и откручиваем два винта спереди.
Теперь немного оттягиваем кожух и тянем вверх. Также сзади. Оттянули и тянем. Он легко снимается. У некоторых принтеров Samsung и Xerox соленоид находится под блоком шестеренок. Для того, чтобы до него добраться, надо снимать этот блок. Но на этом принтере к соленоиду можно добраться, сняв блок забора бумаги. Сейчас я покажу, как это сделать. Вот он, соленоид. Сейчас мы к нему будем добираться. Поставили принтер таким образом. И нам понадобится снять платы, которые находятся на металлической пластине. Снимать будем вместе с пластиной. Откручиваем для этого 4 винта по бокам. И еще винты на плате, на большой. Один к заземлению и один еще я потом покажу где. Выдергиваем провода из разъемов, продеваем через отверстие и снимаем с направляющей. Еще имеется два зацепа. Один вот здесь, а другой под платой. Их тоже надо будет отжать. Еще один винт находится вот в этом месте. Его тоже откручиваем. Теперь поддеваем зацепы и тянем металлическую пластину вверх. Здесь сняли. Второй зацеп находится под платой. Вот в этом месте. Его туда также поддеваем и снимаем. И еще надо отвести в сторону флажок датчика бумаги, чтобы он нам не мешал. Отвели, и теперь снимается это все. Теперь мы видим блок забора бумаги. Для того, чтобы его снять, надо открутить 3 винта сверху, и один находится в углублении, вот здесь. Всего 4 винта. Теперь отодвигаем металлические пластины и снимаем блок забора бумаги, тянем его вверх. И сейчас я вам покажу соленоид. Вот это есть виновник неисправности.
Также мы можем почистить ролик забора бумаги, тормозную площадку. Для того, чтобы снять ролик, надо отвести в сторону вот эти выступающие ушки и потянуть ролик на себя. Прокрутить и вытащить. Теперь берем, проворачиваем ось так, чтобы можно было добраться до тормозной площадки. Вот она. Теперь ее тоже можно легко почистить. Также можно это все пропылесосить. На этом блоке еще находится вал, который тоже можно пропылесосить, почистить. А также, если он туго вращается, его надо смазать места посадки. Снимается он довольно просто. Оттягиваем зацеп со стороны шестеренки и выталкиваем вал. Можно протереть салфеткой сухой. Также протираем ось и посадочные втулки. Затем берем смазку густую и смазываем ей посадочные втулки. И саму ось. Теперь ставим вал на место. Немного оттягиваем зацеп и толкаем его вниз. Он должен слегка подпружинивать. Теперь вал вращается довольно легко.
А сейчас будем чистить ролик и тормозную площадку. Берем шкурку нулевку, зачищаем такими движениями. Затем берем восстанавливающую жидкость. Если ее нет, можно смочить тряпочку водой слегка и протереть этой тряпочкой. Таким же способом чистим тормозную площадку. Теперь ставим ролик на место. Вот эти маленькие ушки вставляем в прорези. И проворачиваем под себя. Крутим до щелчка. Как только щелкнул, значит ролик на месте. Теперь займемся виновником торжества. Шестеренку снимать не обязательно, она нам мешать не будет. Откручиваем винт, который держит соленоид. И снимаем его. Состоит он из электромагнита и пластины, которая прижимается к нему. Теперь тянем одну сторону вверх и снимаем пластину. Также отсоединяем ее от пружинки. Вот мы видим две прокладочки, которые превратились в липкую массу. Их надо снять. И обезжирить места приклеивания. Затем из тонкого поролона вырезаем новые прокладки.
Особая точность здесь не нужна. Теперь наносим клей на места приклеивания. Тонким слоем наносим. И приклеиваем новые прокладки. Лишнее можно обрезать. Также вторую прокладку кладем и прижимаем. Теперь подсоединяем пружину к пластине. Заводим один край пластины и ставим ее на место. Прижимаем пластину к магниту. Она у нас не должна залипать. Как видите, не залипает. Теперь должно все работать правильно. Теперь собираем все в обратном порядке. Ставим соленоид на место. Заводим его под шестеренку. И фиксируем винтом. Не забываем поставить вторую шестеренку. Проворачиваем ролик от себя до упора. Можно ставить блок на место.
Но в таком положении очень удобно почистить линзу блока лазера. Вот здесь она находится. Протереть ее можно также ватной палочкой. Лоток подброса бумаги надо будет поджать, но не до самого конца. Вот, ставим блок на место. Когда все поставили, лоток подброса должен немножечко подпружинивать. Закручиваем винты. 3 сверху и 1 в углублении. Обратите внимание, сбоку у этого блока есть 2 пластинчатых контакта. Они обязательно должны встать на свои места. Теперь ставим платы на место. Заводим плату под флажок датчика бумаги, ставим на место и защелкиваем зацепы. Затем прикручиваем. Проводим провода по направляющим. Пропускаем через отверстие. Ставим на место. Таким же образом все провода
заводим соответствующие разъемы. Также можно почистить ролики выхода бумаги. Одеваем кожух, опускаем его до конца, до щелчка. Закручиваем 2 винта сзади, одеваем заднюю крышку, фиксируем ее. Теперь спереди закручиваем 2 винта, ставим переднюю крышку на место. Ставим лоток. И теперь будем проверять. Вставляем картридж. Кладем бумагу. Подключаем принтер и распечатаем тестовую страницу. Нажимаем кнопку, удерживаем ее несколько секунд до мигания. Принтер начинает печатать. Как слышите, ничего не щелкает. Бумага вышла полностью. Все отлично работает. Если понравилось, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч.